or they're going to look to you now and ask, so what do you think, Pastor? Вы это можете узнать по их телу, как они будут себя вести, либо они посмотрят на вас и давая знак, что теперь вот пастор, вы можете сказать. There are times when you may have somebody who likes to repeat themselves. Есть такие люди, которые любят повторять себя еще раз, говорить. Right? Тоже. After they've gone through it, but if you see that they're starting to repeat themselves, then at that point you can say, you know, I think I hear what you're saying. Например, если человек начинает еще раз повторять, тогда вы можете сказать, знаешь, я уже понял. And then you can just repeat back, and you can say, tell me if I'm getting this right, and then just repeat a little bit back, and this is how you're feeling. Am I right? То есть, например, если начинает повторять, то можно сказать, давайте типа, чтобы повторить и заметить, что тот человек, что вы, не так скажите, давай я повторю и скажу, правильно ли я понял. So you stop them from going for the second or third time around the same Таким stuff. образом вы его останавливаете, чтобы человек не говорил еще раз второй круг. То And же when самое. you ask them and they say, yeah, then they're ready to go. И когда вы говорите, уточняете, как вы поняли, то человек говорит да, и все, и дальше продолжается разговор. So you need to listen, you need to be hearing them, Поэтому вам нужно слушать, и вам нужно их слышать. you need to be engaged and connected as you're Вам нужно listening. быть вовлеченным и иметь эту связь. And thirdly, you need to be responsive. И третье, вам нужно отвечать. Now, of course, the responsive part, there's two parts to it. Part of it is as you're listening and you keep saying those supportive comments. Например, и частью этого ответа является, например, когда вы слушаете, на протяжении этого разговора вы делаете какие-то комментарии, которые поддерживают этот разговор. And then there's the response afterwards. И затем, когда они уже закончили, уже после, уже тоже есть ответ. Right? And then, of course, if you're like me, while I'm listening, I am honestly praying, God, give me wisdom to hear what needs to be heard and to say what needs to be said. Например, когда я слушаю кого-то, то я могу помолиться и сказать, Бог, скажи, что мне сказать, что мне нужно сказать этому человеку. Sometimes we have people come and they just dump all of this stuff on us, but there's one key thought that is really coming through. Иногда к нам подходят люди и говорят, очень много всего, но на самом деле есть всего лишь какой-то один момент важный, который нужно I want to be able to listen well enough to recognize the gem and let all the garbage go by. То есть я могу слушать, и мне нужно четко уловить мысль, а все остальное отклонить. Because I want to respond to the real issue, not the stuff that's a result of the real issue. Поэтому я хочу ответить на конкретную проблему, а не результат, которая проблема, а не на результат проблемы. And so I really literally, I pray, God, help me to hear what needs to be heard. Я действительно молюсь и говорю, Бог, помоги мне услышать то, что надо услышать. I was visiting one of the couples from our church just before, the week before I came to Ukraine. То есть за неделю до того, как я приехала в Украину, мне нужно было проведать A couple, married couple. одну пару. And she's got a disease that is slowly killing her. И у нее была болезнь, которая медленно ее убивала. And it's attacking her back, and she's in constant pain, but she's allergic to all medications. То есть это влияло на ее спину, и у нее была аллергия на все медицинские препараты. So she can't take any painkillers. То есть она не могла принимать никакие And so обезболивающие. it's a really torturous situation. И эта действительно ситуация, это было для нее мучение. Her husband is her caregiver, И ее муж был, так сказать, как медбрат, and it's который just заботился. totally draining him. И это все его просто опустошало. And it's almost impossible because there's no possible way to comfort her because they can't deal with the pain. Это почти невозможно, потому что они не могут убрать эту боль. He wants her to get better so they can have more life together. То есть он хочет, чтобы ей было лучше, чтобы у них была хорошая жизнь вместе, больше жизни вместе. She wants to die. А она хочет умереть. So I go to see them, and I got the woman in the bed, and she says, I just want you to pray that God will take me home. I can't take it anymore. Я проведывала их, и она мне сказала, что я хочу, чтобы ты просто помолился, чтобы Бог меня уже забрал домой, потому что я эту боль уже не могу больше выносить. Her husband, tears running down his eyes. А у ее мужа слезы текли. He says, I don't want her to go.
Он сказал, я не хочу, чтобы она уходила. I want her to be healed here. Я хочу, чтобы она здесь получила исцеление. Who's right? И кто прав? Right? Who do you say, oh, you're right, you're wrong? Как сказать, ты права, а ты не права? I understand that. I'd be the same way. Я понимаю, то я тоже, может, был... We're praying for healing. Мы молимся за It's исцеление. not coming. She says, I just think I want the perfect healing. I just want to go home. Мы молимся за исцеление, но оно не происходит. И она говорит, я уже просто хочу домой. As they're both sharing their feelings and where they're at, I'm praying for God to give me wisdom to bring this together. То есть, и как они вдвоем говорят то, что они чувствуют, то я молюсь о мудрости, что как это все решить, чтобы ту и ту, то есть как их привести вместе. Because there's not one right and one wrong. Потому что здесь нет один прав, другой не прав. So they both need to be heard То есть их двоих нужно было услышать and need to be encouraged. и нужно было ободрить. So in this situation, there's no one set answer except that God is bigger and He's faithful. То есть здесь нет другого ответа, кроме того, что Бог, Он больше и Он верный. And we pray. I brought my anointing oil. We prayed for her again. I said, God, we ultimately pray for healing in her body right now in Jesus' То name. есть я пришел, мы молились, я взял ей елей, и мы помолились, сказали, Бог, мы молим Тебя, чтобы Ты ее исцелил. But we know that you've appointed everyone to us a day when we are going to be called home to be with you. Но мы знаем, что также есть, Ты назначил каждому день, когда мы уже придем домой. And if this is going to be her time, then you prepare her and you prepare her husband and help us to feel your peace and your joy and your strength. И чтобы Ты мог приготовить ее, и ее мужа, и чтобы Ты принес мир и силу. We prayed for God's peace and His power just to come into the room, and He just touched both of them in a wondrous way. Мы молились в тот момент за мир, чтобы Божья сила пришла, прикоснулась к ним. I don't know what's happened. That was just before I left here. But I know that God helped me to know what to say, not judge them, just listen, care, and respond. То есть я не знаю, что произошло дальше, потому что я уже уехал в Украину, но в тот момент то, что нужно было сделать, просто выслушать их и помолиться, и потом ответить. То есть You're not going to have all the answers. мы не можем иметь все ответы. I don't understand the mind and the ways of God. Я не могу понять разум и пути Божьи. His ways are higher than mine. Его пути выше, чем мои. But I do understand His promises. I understand His love. I understand His compassion Я for us. понимаю Его обещания, Его любовь, Его сострадание к нам. And I hope that in the way that I care and respond to them, they feel that compassion from God, but also from me. То есть я знаю, когда все это я говорил, мы молились, они чувствуют Божье сострадание от Бога, то есть и от меня. I've prayed for some people and they've been healed instantly. I've prayed for some people, Было they've такое, been когда healed я instantly. молился за людей, и они сразу получали исцеление. I've prayed for some and they died. И я даже молился за некоторых, а они умерли. I've prayed for some and they go through a process. Я молился за других, а они проходили процесс исцеления. My wife, we almost lost her 10 years ago, and it's been a 10-year process of healing. My wife, she almost died 10 years. И 10 лет назад я чуть не потерял свою жену. Мы молились, и был такой долгий 10-летний процесс ее исцеления. We prayed for instant healing. А мы молились за быстрое исцеление. But God told Vanessa, He said, this is going to be a process. Но Бог сказал Ванессе, сказал, это будет процесс. Because there is something bigger that we don't understand, but God does. Потому что есть что-то такое большое, что мы не понимаем, но Бог понимает. So we need to let God be God Поэтому мы позволим Богу быть Богом. and be caring, compassionate, loving individuals И чтобы мы были сострадающими, любящими и заботящимися личностями, who can listen and love которые могут выслушать, слушать и любить. and respond in the power of the Holy Spirit. И отвечать в силе Духа Святого. Because after it's all said and done, I need His Spirit to be working in me and through me. Поэтому после всего мне нужно иметь Духа Святого, который будет работать и говорить через меня. But part of being effective is knowing how to listen and then be sensitive to respond as God leads you. Но чтобы быть эффективным, нужно знать, как слышать и потом отвечать так, как Бог ведет. That's effective communication. Вот это называется эффективная коммуникация. That's effectively allowing God to use you to display His love, not only in how we listen, but how we care, how we respond. Это
когда мы позволяем Богу показывать how we respond то and how есть we live. показывать Божью любовь через то, как мы отвечаем. And then the third part of follow-up is once you've finished that session, and you finished talking and prayed, for example, И, например, дальше, после того, как мы, например, закончили разговор, там, либо молитву, don't forget that they exist. Don't forget that не забудьте, что они существуют. follow up with them. Дальше поддерживайте с ними Check up with связь. them a couple days later and say, hey, how are you doing? Проведывайте их и говорите, как дела? Right? We had our discussion. I just want you to know I've been praying for you.